Ну, прежде чем отправиться дальше, я решил сделать маленькие улучшения на корабле. Первое и самое главное — пополнить запас запчастей. Чему меня обучил переход через Gulfstream. Иметь в запасе вот эту детальку. У нее на разрыв усилия 3 тонны. Стоит она сделана из какой-то там супер дорогой стали, стоит $70. Эти штучки поменьше, попроще, про запасы. Я думаю, она мне пригодится, когда привязывать якорь на брайдл, который для якоря. Что я менял и что мне тоже очень пригодилось. Пригодится еще мембрана для помпы, билдж памп, клапана для помпы, 2 комплекта, потому что у меня таких этих помп 2. Опять перестал работать счетчик цепи, поменять сенсор и магнит. В очередной раз треснула пластиковая штука, которая держит в кокпите. Вот это дело. Вот она. Что удивительно, вот это я поменял на Мартинике, а это опять разломилось. Но Амир мне прислал в комплекте 2 такие штуки. Одну пришлось купить, вторую мне дали бесплатно. $70 каждая. Плюс пересылка еще 70. Плюс тарифы дядюшки Трампа $125. То есть вот. То есть одну в запас, другую поставлю чуть попозже. Я большой ценитель Soft Shackles, соответственно, знаю, как они решают многие проблемы в случае необходимости. 2 маленьких и 2 больших. Все в запас. Новые перчатки точно такие же, но новые. Все совсем порвались. Поменять надо кабель. Это NMEA 2000 кабель. Он идет от анимометра, прибор, который меряет ветер, прям туда, к соединению к хабу. Это я тоже поменяю завтра. Заметила следующую проблему. И она оказалась таки в кабеле. Где-то вот в каком-то из этих соединений есть данные света, а потом раз, моргнули, их нет. Потом раз, опять появились. Как-то это связано вот с самим кабелем. 2 баллона к SodaStream. Фирменный баллон SodaStream стоит $30 1 баллон. А какой-то клон Simple Soda в 2 раза дешевле. Но я еще не пробовал, но думаю, подойдет. Они все одинаковые. Фильтры к производителю воды, фильтры к опреснителю. 2. Один поставить, другой в запас. 2 маленьких флага. Флаг штата Мэриленд. И 2 флаг нашего яхт-клуба. Новый дек-коннектор для скрутки Ginnaker и Code Zero. Я решил его проапгрейдить. Здесь более мощные провода. Он рассчитан на более высокий ток. Вот. А самое главное, он водонепроницаемый, гораздо удобнее ставится. Проблема со старым коннектором в чем? Если сильный ветер, парус скручивается, плавятся провода. Вернее, плавится сам коннектор. Запас белых колпачков. Они сильно помогают, но, конечно же, со временем их надо менять раз. Годиков 2. Батарейки ко всяким пультам и прочим. Это большая и интересная работа предстоит. Поменять микросхемку управления производителем воды WaterMaker. Это мне прислал прям с завода производитель. Фирма Десалатор. Проблема-то в чем выяснилась? Что на меле расстояние от забора воды к самому производителю воды длиннее, чем им казалось по расчету. И после того, как WaterMaker делает Fresh Water Flush, то есть промывает ее свежей водой чистой, а потом начинает опреснять,
остается в фильтрах, в мембранах пресная вода. Это смерть мембранам. В итоге я на Бермудах, мы вместе с Эллой поменяли все 3 мембраны сами. И новая микросхемка позволяет откалибровать задержку между повышением давления воды и началом производства. Вот это полезная вещь. Новый сенсор скорости. Вернее, сенсор скорости у меня работает, а вот сенсор глубины нет. Это совмещенный сенсор. Сначала он показывал глубину совершенно случайную, мог показывать, что здесь типа 60 метров, хотя там 5, а потом и вовсе отказал. А еще там датчик температуры. Я сразу стал подозревать, что что-то не так, когда она показывает, что вода 35 градусов. Такого не бывает. Запасы кофе, эспрессо и лавацца из Италии. Россо кафе. На Багамских островах вот этого всего нет. Просто нет. Пару новых я закупил веревочек для швартовки. Они хорошие, они прям с этим сушком на клит, который надевается на утку. То, что надо. Если это будет, окажется то, что я хотел, я поменяю и веревочки для брайдл. Привязывать якорь. Сделаю их подлинней, сделаю их покрасивей. И буду их закреплять крюком таким стальным, он там есть. И фиксировать крюк вот этой штукой. О, вот эта вещь полезнейшая. Это мечта любого яхтсмена. Ну, яхтсмен-одиночки, хотя бы так скажем. Маленький, портативный, на батарейках. Он у нас называется pressure washer, а по-русски вы его называете керхер там где-то у себя. В общем, портативный pressure washer. Мыть лодку набором насадок. И сильно давления-то не надо, чтобы не смывать, чтобы не смыть как бы защитный слой. При этом самая главная его фича какая? Можно просто брать воду из ведра с водой. Но это только начало. Это только начало. Вся моя посуда, вилки, ложки, ножи, кастрюли, все они не качественной стали, к сожалению. И они всегда ржавели. Соответственно, я что-то подумал, а что мелочиться-то? И вот. Неподгорающее покрытие. И она все так компактно упаковывается. И там прям, можно сказать, разные кастрюльки. Опа. Вещь. И все это сделано для индукционной печи. Как бы для... Вот. Не ржавеет. У меня раньше на старой лодке такая была. Я не ценил. А самое главное, они не бренчат при качке. Вилки, нержавеющая сталь. Вилки, ложки, нержавеющая сталь. Ножи. Куда ж без них? Нержавеющая сталь высокого качества. И она в таких чехольчиках. Санмейо Винт. Саймено Винт. Вот. Ну и по мелочи. Еще всякие запчасти, которые нужны. А еще я по рекомендации братьев-яхтсменов приобрел вот это средство, которое я прям у него уверовал. Очищает накипь и всякие налеты с остальных вещей. Вся вот эта штука была покрыта в мелких-мелких таких пятнах. Я думал, придется менять. Мне все терлось здесь. И даже поверхность холодильника. Вот так вот выглядят старые ножи. Эту ржавчину можно счистить. Но через неделю она вернется в других местах. И то же самое здесь. И то же самое здесь. Ну и финальный результат. Я испытываю те же чувства, как, ну не знаю, на старый телефон новый чехольчик. Красота.
Вот эта деталька разломилась. И вот я ее поменял. Вот она. Вот эту поменяли на Мартинике. Вот это я только что. Мне кажется, я сделал, ну, ничуть не хуже. Результат полдня работы. Все тиковые поверхности обработаны, приведены в порядок, включая ступенечки. Вот это все. Ну и, конечно же, та, которая на носу. Это вообще получилось как новое. Процесс на эти маленьких 5 дощечек у меня ушло, наверное, 5 часов. Между шкуркой, осветлением тика, 2 слоя тикового масла. Но зато своими руками, как приятно. Еще одно большое дело закончил. Таки заклеил тузик. Деньги. Вот эта резиночка. Заняло это часа у меня 3. Оторвать старый клей. Все зашкурить, подготовить. А также убрать всю ржавчину, где только можно. Смазать, помыть, просушить. Готов к новым приключениям, однако. А уже тем временем стемнело. Здесь дивной красоты место. Здесь свежо, чисто. И просто потрясающе. Еще одна проблема. Перестал работать свет в носовой каюте. Электрические подсветки работают, а главный свет нет. И все это свелось вот к этому блоку. В эти DIN-коннекторы попала морская вода и полностью их изничтожила. А вода попала тогда, когда протекли люки. Почти год назад. Ну ничего. В мою коллекцию запасных частей я добавил якорную лебедку. Вернее, сам мотор и редуктор. Потому что лебедка-то она вряд ли сломается, верхняя часть. Мотор, прежде всего, выходит. И редуктор. Штука эта очень дорогая. Новая. Но мне она досталась за сущие гроши. На Open Box был в магазине. Не мог не взять. Вот еще маленькое улучшение. Вот эти крышечки с годами на солнце высохли и просто разваливаются. Поэтому что? Вот. Новое. Ну и вот так стало после. Что удивительно, эта компания европейская. Но они теперь полностью, которая делает вот эти Jack Lines. Но теперь они свободно продаются на всех американских сайтах, на больших. Defender Marine, Velo Sailing. Все есть. Одна такая штучка. $50. Да. Запасной Starlink. Они сейчас настолько дешевые, что не купить себе в запас хоть один, мне кажется, было бы неблагоразумно. Новый Anchor Bridle. Та веревочка, которая привязывает якорную цепь во время якорных стоянок и переносит нагрузку с лебедки на вот эту веревочку. Предыдущая порвалась, и я исправил все недостатки конструкции, а именно разделил, делал 2 сплайса вместо одного, что раньше они соединялись в центре, и убрал трение с кольца, добавив вот этот вот большой такой шакл. Даже он как-то по-английски майст закреплен, чтобы он случайно не открылся. И длиннее стал, 7 метров. Под якорем есть специальные пластины, которые предохраняют палубу от якоря цепи. И треснула вот она. Но Амель прислал мне новую. Сейчас я ее поставлю. 1 в 1. Чтобы ее поменять, надо ослабить якорную цепь. Ну, привязав якорь, конечно же. И теперь ее можно открутить.
А тут вижу, нужно еще и вот это средство туда залить, чтобы вода не попадала в отверстие палпы. Ну и как приятно полюбоваться на результат. Все, заменил эту штучку. Залил все естественным силиконом. Ну, мне кажется, кораблик готов к следующему путешествию, большому. Еще что я сделал. Смена масла в моторе. Импеллер. Проверил ремни, проверил кулант, охлаждающую жидкость, фильтры топливные, рейкор, фильтр, префильтр. Счетчик цепи я починил. Заменил сенсор. Вернее, ну не я, мне помогли. Потому что сам я не мог понять, в чем там проблема. А оказалось, перепутанные провода. Номер 1, номер 2 и земля. И вот какой-то вот добрый человек подключил землю и номер 1, а номер 2 вообще не пользовался. Как следствие, датчик долго не прожил. Но теперь у меня есть новый сенсор и запасной. Даже пара магнитиков. В общем, сегодня тест-драйв. Перейти на другую сторону залива. Там, я знаю, дивное местечко. Хупер Айленд. Встать за ним. Может быть, даже маленький праздник сегодня устроить. И потестировать еще одну инновацию. Сейчас я чуть попозже вам ее покажу. Скорость 6. Сейчас у меня будет возможность откалибровать наконец-то датчик скорости. Колесико, которое я поменял. Как все это выглядит? Наш залив прекрасен. Все, что могу сказать. Он просто прекрасен. Середина залива. Скорость почти 7 узлов. Финальная точка маршрута Хупер Айленд и город под названием Хупервилл. 5 часов меня занял маршрут, 5 с небольшим. Ну, это, конечно, не Багамские острова, но здесь хорошо. Тест-драйв прошел успешно, все работает, все, что я делал по кораблю, все функционирует. Что еще надо? Ну и удивительная вещь, которую я хотел показать, это вот это. Легкий переносной кондиционер. Весит 10 килограмм. Ставится снаружи лодки. Питается от обычной розетки. И дует холодным воздухом. Здесь идет прям холодный воздух. То есть вот работала эта штука где-то, наверное, часа 2. Здесь вполне комфортно в каюте. У меня следующий план какой? Здесь будет красиво все это оформлено. Трубы, они пластиковые, да. Они красиво гнутся. На них есть коннектор. Напечатаю на 3D принтере сюда пластинку. Они будут снаружи подключаться. Все будет идеально. Потому что в нашем заливе Чесапик, да и вообще в этой части мира, да не только, а частенько бывает ситуация, когда очень-очень жарко. Днем 100 Фаренгейта, это 40 градусов, 105 Фаренгейта. И 90 ночью, это 30. А пользоваться большим стационарным кондиционером, это, конечно, не вариант, потому что он требует что? Чтобы работал генератор. А эта штука достаточно бесшумная. В каюте, конечно, это не слышно ничего. Ну да, вода течет. Но там есть специальный шланг, куда можно подключить, и будет прям сюда дрейнать. На этом все.